Добрый день, уважаемые партнеры, друзья. Мне задают вопрос, почему долго не выходят видео, нет ли каких-то новостей новых. Ну, могу ответить, многие уже, наверное, знают и слышали о тех новостях, что я начал работать с университетом Ханчжоу по проектам летательных аппаратов. Моя работа заключается в разработке или же внедрении электрических двигателей в эти летательные аппараты. Еще в прошлом году была создана компания в экономической зоне ШОС. Эту компанию мы создали с академиком Туполевым, и в ней будут производиться и разрабатываться аэролодки. Вот. Но вначале это, конечно, не электрические, а обычные с ДВСами. Но в плане как раз и есть, что в дальнейшем, после первых испытаний и первых экземпляров, будут разрабатываться также электрические аэролодки. Эта компания зарегистрирована в городе Циндао. Это также провинция Шаньдун. Но основная моя работа сейчас проводится в Джидзиан институт турбомашин и приводов, где мы разрабатываем и внедряем летательные аппараты, электрические летательные аппараты, и моя задача по внедрению в эти аппараты наших электрических двигателей. В этом направлении не афиширую много и не могу много рассказывать, вот, но новости вы слышали, вот, и надеюсь, скоро вы и сможете увидеть. Джидзян университет – это один из трех самых больших университетов Китая. Вот, и место, где он находится, это Ханчжоу, но наш институт по разработке летательных аппаратов находится 30 километров северней Ханчжоу. Вот все это место в народе называют также Силиконовой долиной Китая. Здесь развиваются большие проекты, и в том городе, где я сейчас нахожусь, это Дэцин, его называют авиационным городком, где разрабатываются проекты для авиации. Здесь находится два больших авиационных института, один в котором мы работаем вместе с академиком Туполевым, а также здесь присутствует много фирм, занимающихся поставками компонентов и разработкой компонентов для летающих аппаратов. Вот. Все это время просто нет возможности делать видео и заниматься тем делом, которым я занимался до этого. Электромоторы, которые я производил в Вэйхае, небольшая заминка произошла, потому что с позапрошлого года, когда ввелись санкции Америки по чипам, у нас вышли из производства, точнее, было проблемы по производству больших контроллеров, и я прекратил выпуск моторов больше 5 киловатт. Остались контроллеры 275 ампер, кто уже запрашивал, они уже знают, что больше года практически я произвожу только моторы DA90 и DA95S. Вот. И используются именно эти контроллеры. Надеюсь, что в будущем появятся другие контроллеры, и мы сможем выйти с этого положения и возобновить производство моторов более мощных. Но пока, как я сказал, времени на это не хватает, и основная цель и задача – это те два проекта, которые я огласил сейчас. Кроме этого, конечно, многие знают, эта работа не сильно видна на показ, но ее видно по продвижению строительства и установки оборудования в самом Совельмаш. Вы видите установленные машины, токарные машины, ЧПУ, обрабатывающие машины. Также вы видели обмоточные линии для моторов, устанавливаются линии для производства УШМок, комплектующие для УШМок. Это все связано с моей работой также, потому что именно поставкой этих компонентов занимаюсь я через мою компанию Вэйхая, и как бы непосредственно связан именно с теми новостями, которые происходят в последнее время в Совельмаш. Вот, поэтому вы можете видеть, что моя работа заключается не только в продвижении моих электромоторов, но очень сильно связана с продвижением Совельмаш. Вот, и
Последние новости, которые сейчас были на этой неделе, это участие в правительственной конференции, которая прошла в Хучжоу. Это Дэчинг относится или является частью Хучжоу. Это провинциальный этот городок, большой промышленный город, и где я был приглашен как спикер для выступления на совещании, которое проводилось правительством Хучжоу для иностранных инженеров, для талантов, которые находятся в Китае, точнее в этой провинции Чжэцзян и непосредственно в городе Хучжоу. Вот как я сказал, это место, это наподобие Силиконовой долины Китая. Вот здесь государство или правительство инвестирует большие деньги для продвижения различных проектов. И то, что вы видите сейчас, это как раз те эпизоды моего выступления, приветствия правительства. То есть за то время, более полугода, как я нахожусь здесь, удалось показать преимущества нашей технологии, поэтому есть заинтересованность, но на самом деле я был и приглашен в этот университет по внедрению электромоторов в летательные аппараты именно по нашему проекту. То есть это электромоторы с технологией Славянка. И не важно, что многие хейтеры шумят в интернете и высказываются нелестно, но пусть, как говорится, караван идет, собаки лают. Пусть лают, если мы кому-то мешаем и эта технология движется вперед, то всегда находятся враги и недоброжелатели, которым этот проект стоит костью в горле, ну, можно так сказать, и он нежелателен. И это не секрет, поэтому и есть эти нападки на нас, и многие стремятся опоганить этот проект. Но, как видите, этот проект будет жить и будет идти дальше. Поэтому и то, что происходит сейчас, почему даже правительство уже другой провинции, это уже не Вэйхай даже, да, то есть начало было в Вэйхае, это Шаньдун провинция. Вы знаете, что было много признаний по этой технологии. Но сейчас эта работа уже проводится здесь, в Чжэцзян. Параллельно в Шаньдун провинции, также и в Вэйхае, так и дальше работает моя компания АСПП Вэйхае. Но, как я сказал, для меня это сейчас более второстепенно, а основная работа направлена именно здесь. Поэтому это короткое видео, как бы демонстрация, что проект дальше идет, о нем я не забыл, а наоборот, просто новостей я не могу много публиковать по этому проекту. Поэтому, кто еще не подписан на мой канал и хотите следить за новостями, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать новости. Надеюсь, в дальнейшем будет больше новостей и по этому проекту, и по тому проекту, в котором разрабатываются аэролодки, или же можно сказать аэросани. Всего хорошего!